Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Сегодняшняя наша серия начинается вот с живописнейшего места. Это Чечевичское водохранилище. Я часто люблю сюда заезжать. Оно находится по пути в Бобруйск. И сегодня мы едем смотреть очень интересный проект. Вы уже по названию ролика поняли, что это за проект. Но для меня это еще такая своеобразная загадка. Загадка о состоянии и загадка, конечно же, в целом по тому, понравится мне эта машина или нет. Это Magirus, да. Рассматриваю я такой вариант, и только выскочило объявление, сразу же, вот, уже можно сказать так вот, лечу, чтобы посмотреть. Мы едем к Алексею, мы у него когда-то уже были в гостях, и, собственно, я думаю, у него есть что посмотреть. Также хотел вам рассказать, вы все постоянно задаете вопрос о том, когда мы поедем на Вольве в рейс, где Вольво, почему не едем. Сейчас только что мы были в Могилеве, мы подали пакет документов, прям вот такую пачку, и мы будем получать международную лицензию. На это уйдет 2 недели, поэтому вот еще здесь такая идет неразбериха с документами. Собственно, Volvo будет пока что ездить здесь по Беларуси, она уже в рейсе. И, естественно, мы попробуем что-то снять с этой поездкой. Снимать будет Юра, поэтому я думаю, будет очень интересно. Так что, естественно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать следующие серии. Позади меня прекраснейший пейзаж. И вы знаете, сегодня ночью уже был такой песик. Сейчас, конечно же, мы поделимся с ним булочкой. В дороге нам еще 50 километров. Это уже совсем немного. Поэтому не переключайтесь. И сейчас мы посмотрим тачку, которую я давно хотел. Это первая иномарка, которую я вот прям планирую к покупке. Опа. Ну-ка, давай еще. Не спеши, не спеши. Вот все время ловил. Держи. Нет, ты смотри так аккуратно. Держи. Как назло, слушай. Ты уже хочешь, чтобы он акробатил? Нам еще ехать 50 километров, это уже совсем немного, и скорее хочется пощупать эту машину. Это иномарка с лебедкой. В общем, я думаю, она имеет много плюшек, которые будут интересны и вам, как зрителям, и мне, как, знаете, испытателю. Поэтому обязательно посмотрим, и если нам понравится, то нужно будет забирать. Помните, как в видео Марс-Марс, а у меня дятел внутри. Леха, бери! Мне очень нравится бобруйская природа. Это песчаная земля, сосновые леса. Кайф. Очень люблю такую именно вот природу. И мы уже подъезжаем, здесь нам осталось буквально 5 километриков. Леша нас уже ждет. Мы чуть запоздали, знаете, едем как-то на расслабоне. Вот такого плана, видите, песчаная, здесь полусосны. Это кольцевая дорога, это прям не самые красивые места, но тем не менее. Такую вот природу я обожаю. Ура, Бобруйск! Именно так называл этот город мой маленький сын. Когда Кирилл был маленьким, он говорил Бобруйск. Дорогие друзья, мы уже у Леши. Поприветствуйте Лешу. Добрый день всем. У Леши техники безумное количество, но, конечно же, бюджет разный. И наш самый подходящий вариант — это как раз машина, которая стоит позади вас. Это Magirus. Леша, как тачка, скажи? Magirus. Нормально? Magirus 170D11, 76 год. Это 76-го года он. 76-й я год. думал 80-х. Полный привод. Блокировка заднего моста, межосевая блокировка, постоянный полный привод, не то, что отдельно включается, пониженная, повышенная. Лебедка гидравлическая, да? Лебедка. Да. V-образный мотор 8,4 литра, 176 лошадей, коробка отбора мощности. Мечта. Сейчас мы посмотрим поближе эту машину. Первое мое впечатление, что машинка хорошая. Чуть-чуть я вам покажу еще Лешин автопарк. Там на заднем плане Mercedes. Красавец. Это, наверное, надежнейшая машина, самая надежная, которая существует, Magirus еще один на ураловской резине, обратите внимание.
Ну и БРДМ. Это прям машина построена Лешей для души. Но она строилась другим человеком. Леша ее доусовершенствовал и тоже вложил душу. Она сделана прям вообще красота. Сделан вход. Она плавает. Не сняты, да, колеса у нее. Мне казалось, что сняты. Но она плавает. Леша проверял. Вот, тачка смотрится бомбически. Антенны какие-то. То есть вот это весь антураж, который Леша создал благодаря своему видению. Но он впечатляет прям. Ну, мотор здесь штатный еще, да? Но, наверное, будешь оставлять штатный. Да, буду оставлять. Мы его достали полностью, провели ревизию двигателя. Офигеть, все Коробки, покрашено. передач, раздаточные коробки, полная ревизия всех узлов. Ну, я вижу, здесь все очень красиво, вымыто, все красота. В салоне ты сейчас делаешь, да, еще? Да, да. Но мы можно одним глазом хотя бы? Можно, да. Есть процесс еще. Кто узнает дверь, пишите в комментариях. Слушай, здесь удобно залазить. Я думал, будет неудобно. То есть две ступеньки, которые чик. Слушай, так надо БРДМ забирать, Леша, а не Магирус. Но он пока не отдает его. Вот здесь все было обшито кожей, я насколько помню. Но я думаю, Леша сделает, будет выглядеть еще круче. Ну, классно, на самом деле классно здесь все сделано. Шумоизоляция, виброизоляция, удобно здесь. А по бокам сиденья стояли, да, Леш? Задний ряд, три сиденья Volkswagen Charan. Вот здесь, да, все, я понял. Ну, здесь все вымыли аккуратненько, красивенько, молодцы. Мне нравится отношение Леши к технике. Все у него идеально. Ну, вот такая машинка. Я думаю, он когда здесь все обошьет, будет прелесть, прелесть. Ну, это прям машина для души. Вопросов нет. Пошли смотреть Магирус. Здесь еще один Мерседес, Леш, этот в процессе восстановления, да? С ним как бы все в порядке. Ну, лопнуты были листы в рессорах. Меняем, купили новые рессоры. Я понял. Но я вижу, состояние тоже очень хорошее такое все. Черненькое, аккуратненькое. Машина живая. Ну, давайте посмотрим наш аппарат. Значит, по раме я вижу все красиво здесь. Лебедка только вперед, да, у него? Да. Ну, хотя теоретически можно и сюда трос выводить, наверное, мне так кажется. Ну, в экстренной ситуации. Если уже некуда деваться, то можно. Большой запас прочности на ушах. Мощное такое. Блокировка заднего моста здесь. Пневма. Да, вот он. Механизм включения. Резина это зиловская, да? Зиловская, да, но она больше штатная. Штатная должна быть 8,5, 8,25 штатная. А здесь 9. Здесь 9. Угу. Так, понятно. Но я, конечно, рассматриваю этот вариант только при условии установки ураловских колес. Мне такая тема интересна. Значит, коробка здесь ZF по-любому будет. Я по форме вижу, она как в Зеломане, очень-очень похожа. Ну, здесь внутри, я смотрю, везде родная краска на раме. Правильно? Кабина, ну и мотор там вот виден. Мотор, конечно, в хорошем состоянии. Подтеков у него нету по маслу, по-моему, или есть немного где-то. Снизу небольшие подтеки. По сальнику? Сальник коленвала. Ну, больное. Больное дело. Бак. Ну, здесь литров, наверное, 200, да? Без понятия, честно. Не измерял. Потому что на каждом Магирусе он свой. Вот тут два бака по 90. Ага. Вот такие крестовинки. Раздаточка небольшая такая. Конечно, после Уралов, Зилов смотришь на размеры этих механизмов, то немножко сомневаешься в их надежности. Но я думаю, инженеры знали, что делали. Ну, здесь более-менее состояние такое. Ну, такие вот есть очаги, но это прям, наверное, мелочи. Ну, в кабине мы обязательно прокатимся сейчас. Такая машинка. Окошко мне вот это всегда нравилось. Лебедка выходит вперед. Вот такой здесь клюз. Интересный. Так, ну что, как тут мотор наш? Ну, да, мотор. В принципе, сухой. Леша, как он на холодную заводится, кстати, этот мотор? Он
Вообще. Заводится отлично. Но у него все- есть свечи накала какие или Да, нету? здесь и есть факельная даже запуск. Факель? факельный Ну и стоит. свечи есть, или свечей нету? Не знаю. честно. Вот тот уже Магиру сколько лет, я даже в эти вопросы не вдавался. Единственное, как все воздушные машины, дымит сильно на холодную. Ну ясно. Ну и этот все. У меня Прага так дымит, что глаза вылазят. И запускается только с лампой паяльной, больше никак. Не знаю почему. Так, ну тут, конечно, мостики такие уже немножко подзакисшие. Мыть надо. Ну там вижу, лонжерончик тоже на раму надо подварить, да? Это лонжерон был, это ограничитель кабины стоял. Ага. Когда пропал цилиндр, гидроцилиндр подъема кузова, Угу. кто-то, видно, хотел открыть кабину, она пошла вперед и вырвала ограничитель. Поэтому Ну надо- ясно. Досовершенствовать. Это ерунда, мелочь. А, она типа полетела туда и вырвала, Да, скорее да, всего, да. ну ясно. 28 тысяч пробега у него. Ну все, аккуратненькая панелька, две кнопки сломаны, да? Это есть они. Новый блочок уже есть такой полностью с тремя кнопками. Угу. Это режим дворника и омыватель. Бардачки такие четкие. А как у него печка работает? Печка Вибаста стоит. И плюс печка масляный радиатор. То есть Масло. идет масло Ну, вместо теплоносителя обычного. Ну, так это нормально, слушай, тема такая. А педаль тормоза провалена, Леша, это она так должна быть? Нет, это должно быть. Типа ниже, да? Да. А здесь коврик вы снимали? Сняли, да. Здесь Прокрашивал было, ты, да? подгнившее крепление педали газа. Мгм. Проехали пару раз, педаль газа просто отломалась. Мы здесь Ну, зачистили, обработали дюртом и грунтом красным покрасили. Полировали. Это ручник, а как он ставится, я не понял. Ну, кнопку нажимаешь? Не, вот нажимай кнопку, все и ставь. Пускай. Ну, выше чуть. Вот. Ну, я понял. О, все, я понял. Здесь пружина просто неправильно работает, она вон должна быть там. Но она, это фигня. И здесь вот какая-то резинка явно должна быть на ручнике. А у тебя во втором такой же ручник? Да. И там резинки тоже нету или есть? Там должна быть. Надо посмотреть. Ясно. А прежде чем мы поедем, мы, конечно же, посмотрим еще второй Магирус. Ну, БРДМ вы уже видели, но зацените, ведь, ну, просто красавец. Я вживую его не видел, но сейчас вот понимаю, что он, ну, прям красавец, бляха. Так, Магирян. Но это точно такой же, да, Леш, Магирус? Да. Мне кажется, он мощнее здесь мост, или я такой ошибаюсь? же, нет, точно такой же, передаточные пары те же, и только колесная база на 60 сантиметров меньше. Ну, понятно. Ну да, здесь тоже тормоз такой же. Вон, видишь, есть резинка на ручнике. А в этом 20 тысяч пробега. Но это дубль кабина. Сиденья деревянные. Ну да, коробка тоже пятиступка такая. Здесь пятиступка и повышенная, пониженная. Это в раздатке переключается. Да, переключается. А коробка чисто 5 передач и все. Ну ясно. Ну класс, класс. Леша, конечно, респект. Технику пытается вот прям сохранять. Ну молодец, молодец. У него тоже здесь и шишиги есть красивенькие, прям загляденье. И, наверное, твоя первая машина, которую ты строил, это шишига была 100%. Вот она первая. Да, сейчас я вам тоже ее одним глазиком покажу. Это 10 лет назад, в 2013 году. 2013. Но все начинают постройку с шишиги. Либо с шишиги, либо с зила. Тут уже как кому повезет. Так, ну не менее интересный вариантик рядом тоже. Это Мерс. Но я думаю, это самая надежная машина все-таки. Мерседес. Он и в Африке Мерседес. Ну, кстати, масло чуть-чуть есть. Тоже с сальника, да, Леш, наверное? Здесь я его, честно, еще не смотрел. Ну, я вижу, Нет, что... это не от него, наверное. А, ну да, там Здесь что-то другое. сама тяга сухая, кстати. Не отсюда явно. Мне интересно внутри его тоже посмотреть. Резина вся новая у Леши. Молодец. Так. Ну как Мерседес?
Ну да, Мерседес, конечно, тоже. Ну, ты знаешь, в Магирусе мне больше посадка понравилась, как-то там ниже сидишь. Но это надежнейшая тачка. У него 68 тысяч пробега. Тоже 5 передач, но чуть по-другому расположены. Седухи тоже деревянные. Ну что ж, сейчас мы обязательно проедем на Магирусе. Я хочу попробовать, моя цель это попробовать, вот насколько комфортно он идет тех же 70 километров. Это очень важно, это очень-очень важно. Ну, надеюсь, он будет идти классно. Ну, сейчас посмотрим. Еще у Леши вот такой маленький Магирус мы здесь нашли на заднем дворе. Он у него как рабочая машина, видите, с плитой. Она используется как такая рабочая машина. А он тоже воздушник, Леш? Воздушник, рядник. Рядник? Да, 6 цилиндров, 6,3 литра. Ну, ясно. Слушай, так он здесь вообще классное состояние. А сколько у него пробег? 300 чем-то тысяч. Ну, он 300 тысяч? 360 или 370. Фига себе. А он где-то пятитонник, типа такого, да, что-то? Ну, ясно. Так он тоже красивый, ну такой пробег большой, и у него мотор ходит. Уже мы больше 100 тысяч проехали. Удивительно. Вот такая машина. Красная лампочка на тахографе горит, нужно шайбу поменять. Кабинка такая, все в оригинале. Ну, прелесть. Это просто пластик, а это Альфа Pay. Свобода платить так, как удобно тебе. Смартфоном, стикером или онлайн. Решай сам. Получайте кэшбэк 10% на все с Альфа Pay и платите как удобно. Любым смартфоном. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Так, ну выехали с базы. Это у нас какая передача, Леш, сейчас? Третья. Он так козлит, знаешь, так... Сзади ничего нет вообще. Может быть, да. Он ставишь и едет мягко очень. А, ну видишь, вот здесь он шум сюда идет. Здесь ему подлог. А это что-то отломано здесь. Так, ну здесь убитейшая дорога, но едет он достаточно мягко. Поверните направо. Ты тоже включишь? Давай. Или ты дорогу не знаешь? Местами забываю. Так, ну что, это у нас третья, да? Да. Четвертая. Мы не тупнем? Возьми правее. Не, он тупнет, подожди. Пристань чуть-чуть. Возвращаемся на базу, почистим фильтрик, потому что не можем мы ехать. Придется чистить нам фильтрик, видимо, в лесу, на природе. А кабина здесь закреплена, Леш, что-то он так козлит. Ну конечно, куда ты собрался ехать? И нам, бак не посмотришь здесь, сколько соляры, да? Ну, должно быть нормально. Слушай, а там вот какие-то провода подключены, может он все-таки показывает? Показывает. Здесь Это вот может на лампочку, да, это- правильно? Да. Бак снят на гидравлику. И трос коротковатый здесь, конечно. Здесь фаркоп должен быть. Ты же сейчас выможешься от души. А я первый раз, наверное, я как депутат хожу с чистыми руками. Вот это мне конструкция нравится. Гидравлика сразу в комплекте. Здесь должен стоять генератор. И когда включаешь ком, генератор здесь работает. И одновременно гидравлика тоже. Но здесь какая-то самодельная уже конструкция. Уголки какие-то. Это типа
Подвесной какой-то подшипник. Разгони его газ в пол на этой, на 4-й. 40. Пусть еще. 60, да? Максималка на 4-й. Слушай, на ураловской резине он будет идти нормально. 85. Это уже, наверное, все, да? 90 идет. Не надо обгонять, Маза. Я верю. Ну слушай, так нормально. Мы, короче, идем в потоке. Тише, Леша, осторожно. Тойота какая-то тянется, блин, не дает нам ехать нормально. Надо сирена, да? Не хватает. Он в телефоне, видишь, сидит чувак. Залип в телефоне. Ну, бывает, ладно. В принципе, мне понравилось. То есть 80 это для него вообще не вопрос. Ну, скажем так, уверенность 70-100%, правильно? И 80 он идет нормально. Леша сказал, без испытаний на оффроуде на базу не возвращаемся. Ну, здесь чуть-чуть уклончик есть, уже будет интересно. Но едет классно, признаюсь, 80 он идет, даже бесспорно. Ага. Кто-то то ли карданчик постукивает. Что-то было. Сейчас мы услышим. Это неинтересный оффроуд. На выезде из Лешиной базы стоит ЗИЛ-157. Красавчик, блин. В очень хорошем состоянии. И Кразюка, смотрите, тоже. Ну, а мы сейчас проедем на втором Магирусе. Этот Магирус на ураловской резине. И здесь мотор не так слышен, кстати, обрати внимание. Но здесь это металлическая штука, а там пластиковая. Так, ну попробуем на ураловской резине. А на том то же самое. Слушай, странно. Блин, не разгонимся, походу, Леш. Но я бы не сказал, что большая разница, Леш. Давай обгоняем деда этого. Давай-ка 90, да? «95». Наверное, сотня это предел будет, да? Ну, здесь
Будем считать 100. Ну что ж, мы от Леши уже уехали. Но я вам признаюсь честно, Магирус мне очень понравился. Я прям задумался. Интересная иномарка. Было бы, конечно, классно на базе его построить автодом. Он скоростной. Одна большая проблема — это, естественно, отсутствие запчастей. Но машина не в плохом состоянии. Я думаю, в ближайшее время у нее там никаких поломок не будет. Вот, поэтому я реально задумываюсь над этой темой. Ну, естественно, ваше мнение мне бы было тоже интересно очень узнать. Вообще в целом по поводу этой машины. Но, мне кажется, вариант неплохой такой. Ну и огромное вам спасибо, что были с нами. Нас впереди ждет дорога. Уже, к сожалению, темная. Я также взял запчастей на Прагу. Серия уже с Прагой вышла. И, ну, там вы все уже видели. Запчасти я брал у Леши. И, в принципе, Леша нас выручил. И, я думаю, хорошо, что мы съездили. То есть сразу убили, можно сказать, 3 зайцев. Это подали лицензию, взяли запчасти для Праги. Ну и посмотрели Магирус. И, я думаю, прям эффективный день. Так что огромное вам спасибо, что вы были с нами. Не забывайте подписываться. Не забывайте ставить лайки. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.